В общем, чтобы сделать эти рамы буквально на коленках, понадобится всего 3 инструмента. Сделать я их, конечно, сделала, и если бы пришлось еще раз бы сделала, но совершенно по-другому, вот не так, это точно. Сейчас чувствую, будет опять видео в стиле, как не надо было делать. Вообще, идея хорошая, штука хорошая, они получаются достаточно прочные. Мы здесь уже, видите, вот душ вовсю принимаем после ремонтных работ, повесила самую обычную дешевую пленочку за 170 рублей с хозяйственного магазина. Просто вырезала в ней такие узоры, чтобы вентиляция воздуха была, так как шторка в потолок. Правда, и тут не рассчитала с длиной отверстий, и смотрится, конечно, так себе. Но идея хорошая. В следующий раз буду измерять лучше. В общем, чтобы сделать эти рамы буквально на коленках, понадобится всего 3 инструмента. Это отвертка, пила и канцелярский нож. Странно, я как-то пальцы загнула. Я решила сделать такую конструкцию не просто так. Во-первых, потому что постоянно вылетает вода из-за шторы, если штора висит. Ставить здесь какие-то полозья мне не хотелось, потому что это их постоянно чистить, эти дверки, это постоянно вот этот налет на них, плюс еще будет в самих полозьях постоянно скапливаться там вот эта вода, оставаться, опять же, следы от этой технической воды, потому что вода у нас так себе. И решила сделать просто такие перегородки, чтобы вода не просачивалась вдоль стены на пол прям через ванну. Ну и плюс как бы визуально отделить помывочное, так скажем, пространство от остального. Как говорят дизайнеры, добавить какой-то графичности, ну и т.д. и т.п. Эта идея у меня, конечно же, возникла на основе всяких референсов из интернета, из того же Пинтереста. И стал вопрос, из чего это можно сделать бюджетно, потому что если брать алюминиевые конструкции, сооружать те же самые в том же самом Леруа, то это обошлось бы мне вот в такую цену. Брать стекла, натуральные стекла, если, это обошлось бы еще дороже, чем сами рамы и алюминиевые конструкции. Да, может быть, с ними было бы намного меньше работы, стекла бы уже можно было готовые заказать, самой не резать. Рамы тоже собираются достаточно быстро. Но в целях экономии я решила сделать их из дерева и покрыть эпоксидкой, чтобы это дерево служило долго. В итоге на все про все у меня вышло около 3000 рублей, но и здесь можно уложиться в меньшую сумму, и я вам в видео тоже расскажу, как это сделать. Ну и в принципе таким способом можно сооружать абсолютно любые такие вот рамы, витражи там и так далее бюджетного, скажем так, варианта. А началось все с того, что я возомнила себя суперстолером и решила, что на коленках изобрету шедевр. Сначала измерила высоту между ванной и потолком, чтобы понять, с какой длины мне нужны бруски. 4 бруска по бокам каждой рамы и 1 брусок на перемычке. Итого 5. Распилила это все прямо на кухне на столике и потом немного зашкурила края, чтобы они были более аккуратными и без заусенцев. Дальше выложила это все на полу. Здесь важно, чтобы поверхность была ровная, гладкая и желательно еще по уровню. Несколько раз замерила, перемерила, где должны находиться перемычки, но и тут в итоге допустила ошибку. Упс. Как я умудрилась, до сих пор понять не могу. И дальше я пошла тем способом, который вам не рекомендую. В следующий раз бы я сделала по-другому. Об этом в конце расскажу. Я решила скрепить всю эту конструкцию с помощью степлера. Но, видимо, из-за того, что идеально распилить бруски, от руки все равно не получилось. Может быть, сами бруски не совсем ровные. В итоге одна из рам скрутилась винтом. На видео вы видите, как она плотно не прилегает полностью к полу. Я думала, что смогу это выровнять с помощью эпоксидки, но не тешьте себя напрасными ожиданиями, как я. Сделала примерку.
Вот сейчас думаю о том, стоит ли их сужать, то есть поуже еще сделать сантиметров на 5 или оставить так. Но в целом мне уже нравится, какая конструкция получается. А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли сузить или оставляем так? И вот это у меня получилось длинновато, вот она упирается прямо в этом углу. Буду ее на 5 миллиметров сейчас еще укорачивать. Следующим этапом нужно было скрутить это все саморезами, и так как девочка я хрупкая и силенок у меня не хватило сразу винтить их, поэтому я предварительно насверлила отверстий, а затем специальной насадкой сделала углубление для шляпок, чтобы впоследствии шляпки от саморезов не торчали. Но такие углубления можно запросто сделать просто сверлом с большим диаметром. Дальше берем шпаклевку по дереву, у меня самая обычная акриловая шпаклевка, и заделываем все отверстия, царапины, дыры, неровности и так далее. Потом это все тщательно зашкуриваем. Я начинала со 150 шкурки и заканчивала 240, но думаю, что вначале можно шкурку взять и покрупнее. Дальше покрасила рамы краской, которая у меня была в наличии, покупать не пришлось. У меня она меловая, но здесь можно использовать абсолютно любую краску, которая подходит для дерева, либо же покрыть дерево маслом, если вы хотите оставить цвет дерева. Я, если честно, потом пожалела, что закрасила, но это уже чисто вкусовщина, а мы продолжаем дальше. И теперь осталось подготовить стекла для каждого пролета. Я использовала для этой цели 2-миллиметровой толщины стекло из Leroy. Это искусственное пластиковое стекло с узором. В принципе, могу сказать, что толщины 2 мм вполне достаточно прочно получается, с такими небольшими стеклами. У меня они где-то примерно 40 на 25. Как я узнала у тех же самых ютуберов, эти стекла очень легко режутся с помощью обычного канцелярского ножа. Но только резать нужно не острием лезвия, а вот этим скошенным уголком с тыльной стороны. Просто проводите несколько раз по одной и той же линии с нажимом. И затем стекло нужно отломить резким движением, приложив к краю стола, например. Ну что, делаем примерочку, и вот здесь я, конечно, пожалела, что покрасила предварительно рамы, потому что пока я эти стекла нарезала и постоянно примеряла, а их приходилось подгонять из-за того, что рамы получились все равно какие-то кривые, хоть это и незаметно на видео, я поцарапала всю краску внутри этих рам. Естественно, пришлось потом это все подкрашивать. Дальше я приклеила эти стекла внутрь рамы с помощью эпоксидной смолы. Долго думала над этим способом и размышляла, как же это сделать. И у меня было даже парочку неудачных проб. Здесь вам показываю сразу тот рабочий способ, к которому я в итоге пришла. Чтобы зафиксировать стекло внутри рамы, я использовала обычную самоклеющуюся прокладку, которую обычно заклеивают стекла, двери или еще что-то вроде этого. Просто нарезала кусочками, приклеила к раме. И здесь сразу вам скажу, будете клеить, обязательно приклейте предварительно самый обычный скотч, чтобы потом клей от этих лент не пришлось долго-долго и мучительно отдирать от рамы и снова ее подкрашивать, как это получилось у меня впоследствии. И затем обязательно наклеиваем скотч на то место, куда будем накладывать пластилин. Первый раз я пробовала без скотча и еле потом этот пластилин очистила с рамы, и то до конца очистить не получилось. Но пластилин должен слегка выходить за пределы скотча, чтобы у него было сцепление с рамой. Да, его тоже потом придется счищать, но это гораздо проще, чем вычищать из углов. Пластилин тут самый обычный детский из ближайших канцтоваров. Я решила залить что-то вроде бортиков, которые будут держать стекло. И для того, чтобы эти бортики прилегали к стеклу и раме под углом, мне нужно было эту раму также расположить под углом и вот в этот стык между стеклом и рамой заливать эпоксидку. И пластилин как раз таки с обратной стороны не дает эпоксидке вытекать через щель между стеклом и рамой. Здесь пришлось, конечно, набраться терпения, потому что, сами понимаете, таким способом можно залить только с одной стороны, дождаться, пока все застынет, затем заклеивать другую сторону пластилином, заливать с другой стороны, но потом с третьей и с четвертой. А вообще изначально в планах у меня было полностью залить стекла эпоксидкой,
эпоксидкой, чтобы не мучиться и не растягивать так надолго весь процесс. Вот, наверное, так и надо было сделать. Тогда можно бы было просто заклеить все с обратной стороны пластилином, положить раму в плоскости и залить эпоксидкой все стекло. Конечно бы тогда расход эпоксидки был намного больше, зато мучений меньше. И тут сразу скажу, как бы аккуратно я это делать не старалась, у меня не получилось. Я и стекла где-то заляпала, и сами рамы, естественно, заляпала. И где-то у меня даже вытекала эпоксидка, потому что переливала. Да и волосами своими не один раз залезла в эту эпоксидку. В общем, то еще удовольствие. Ну, говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится, вот и у меня что-то получилось. До идеала, конечно, далеко, хотя на видео совсем незаметно, насколько криво получилось залить эти углы. Ну, если, конечно, не вглядываться, то в глаза совсем не бросается. Дальше мне, естественно, пришлось соскребать всю эту эпоксидку, которой я заляпала рамы. Где-то образовались подтеки, где-то застыли целые капли, и все это пришлось сошкуривать. А потом, естественно, снова подкрашивать рамы. Ну и дальше настал этап покрывать их полностью эпоксидкой. И здесь мне не хотелось потом все это дело шлифовать, поэтому я решила сразу их ровно расположить в плоскости и просто залить сверху аккуратно, как это делают мастера различного декора. Ну, знаете, которые украшения, например, создают с эпоксидной смолой. Не скажу, что процесс супер быстрый. Тут пришлось аккуратно палочкой накладывать эпоксидку. Затем этой же палочкой я ее распределяла. Старалась максимально равномерно по всей площади рамы. И здесь очень важно не попасть за края, чтобы эпоксидка не вытекала. Но пришлось впоследствии давать не один такой слой, потому что после застывания сразу стало понятно, что эпоксидки я наложила недостаточно. То есть, видите, она стекла как бы к центру и обнажились края. Так что, если заниматься этим делом, то лучше вообще от рам не отходить целые сутки и контролировать объем эпоксидной смолы, как я впоследствии начала делать. Просто если вижу, что через несколько часов начинает обнажаться какая-то площадь на поверхности, я сразу добавляла туда еще эпоксидки. Пока предыдущий слой еще не до конца застыл, то свежедобавленная эпоксидка очень хорошо прилипала к предыдущему слою и равномерно растекалась, совершенно незаметно сливаясь с ним в плоскости. Если же дождаться полного застывания эпоксидки, то приходилось накладывать следующий слой целиком на всю поверхность. И также после полного застывания предыдущего слоя, для лучшего сцепления с ним следующего, приходилось поверхность немного зашкуривать, что совсем не нужно, если добавлять эпоксидку еще в процессе застывания предыдущего слоя. Ну и чтобы на поверхности не образовывалось никаких белесых наплывов, желательно соблюдать температурный режим и режим влажности. Обычно они указываются в описании к той эпоксидной смоле, которую вы покупаете. Я использовала смолу, которая подходит для заливки пола и стен, просто потому что она прочнее. И да, лучше, конечно, делать такие вещи на столе повыше, иначе спина будет просто отваливаться. Ну и, наконец, мучения мои подошли к концу. Рамы я доделала с горем пополам. И настало время установить их на законное место. Те торцы, которые будут прилегать к стенам, я заклеила предварительно скотчем, чтобы не поцарапать эпоксидку. В качестве крепления использовала пластинки, которыми крепят алюминиевые профиля. Причем даже обрезки от них, которые нашла в большом количестве у своего папы. Так что и здесь мне покупать ничего не пришлось. Получилось супер экономно. Поначалу мы пробовали с мужем загибать их в папином гараже с помощью нехитрых приспособлений, но оказалось, что это можно было сделать просто на коленках с помощью пары плоскогубцев, потому что стена в ванной у нас кривее некуда, и пришлось подгонять каждое крепление. Во время подгонки я их пронумеровала и затем в нужном порядке прикрепила к рамам саморезами.
Перед тем, как прикрепить к стене, сначала провела вертикальные линии с помощью уровня, чтобы по ним потом выставлять рамы. Зафиксировала рамы сверху и снизу картонками и отметила те места, где будут крепления. В этих местах я счистила штукатурку на стене, чтобы крепления немножко углубились в стену и проще было потом их заштукатурить. Плюс также наметила, где будут отверстия для саморезов. Ну и, друзья, похлопайте, впервые на этой сцене Катя с дрелью. Реально работала дрелью впервые в своей жизни. Ура, получилось! Ну, правда, не везде, кое-где пришлось звать на помощь сильные мужские руки. Ну, дальше ничего интересного. Вбиваем в отверстие в стенах дюбеля, откручиваем старую веревку со шторкой и, посадив рамы на жидкие гвозди, прикручиваем их к стене. Прикручивать, правда, пришлось уже отверткой, потому что шуруповертом было не подлезть. И тут опять без сильных мужских рук справиться было сложновато. Сверху рамы тоже посадила на жидкие гвозди, все-таки так конструкция будет прочнее. Ну что, давайте теперь покажу вам поближе, что мне не нравится в этих рамах, и что бы я сделала по-другому, если бы делала еще раз. А я бы точно сделала, потому что считаю, вот эта идея, она заслуживает права на жизнь. Получились они достаточно прочные, крепкие. Мы уже несколько месяцев принимаем душ, хотя стены я сделала совсем недавно, еще без стен тут вот это все стояло. Кстати, как я делала имитацию плитки, здесь я делала подантичную майолику, тоже можете посмотреть на моем канале. Либо я уже выложила, либо еще выложу, одну из двух, как делала вот этот вот камень на стене, как бы имитацию. И вот эта вот панель, тут у меня будет раковина находиться, тоже делаю все из штукатурки. Итак, ну теперь давайте рассмотрим рамы под микроскопом, так сказать. Ну, как бы так вот посмотреть, казалось бы, вообще ничего, все нормально совершенно, да, но если посмотреть ближе, то вот видно, например, стыки. Вот эта вот белая как бы полоса, внутри, она внутри там, это стык стекла, само стекло, то есть это видно край стекла, короче говоря. И я бы в следующий раз все-таки сделала пазы для стекол с помощью стамески прямо в самих рамах, перед тем, как их собрать, сделала бы пазы и вставила эти стекла в пазы, и только потом бы уже собирала рамы и красила. Причем красила сначала внутреннюю часть, затем заливала бы эпоксидкой только сами пазы, чтобы потом и стекло держалось, и вода не проникала в эти пазы. То есть эпоксидки понадобилось, я не знаю, раз в 5, наверное, меньше. Если сюда у меня на 2 рамы ушел литр эпоксидки, то вот представьте, всего стакан эпоксидки хватило бы на то, чтобы покрыть полностью все рамы. Это уже большая экономия, поскольку эпоксидка сама по себе дорогостоящий материал. Дальше, что мне еще не нравится, здесь не видно, освещение плохое в ванне, и не видно, что на самом деле вот поверхность, она не совсем гладкая, то есть там попал какой-то мусор, где-то пузырики остались, не до конца выгнула их, кстати, строительным феном выгоняют хорошо. Я выгоняла обычным феном, у меня строительного нет. И с одной стороны черный цвет, он, видите, он скрывает все, вот эти блики от эпоксидки, они просто все скрывают, все дефекты. И кажется, что поверхность прям идеальная, на самом деле нет. И я считаю, это один из плюсов черного цвета. Не знаю, как с другими бы цветами было, вот, но черный цвет вот так себя показал. Но мне не понравилось вот это все несколько раз заливать. То есть в следующий раз, как я говорила, я бы не ждала высыхания каждого слоя, а просто бы караулила, и пока эпоксидка не застыла, я бы добавляла, чтобы она равномерно растекалась и не приходилось предварительно там шкурить уже застывший слой и так далее. То есть такой вот момент. И эпоксидки бы ушло намного меньше, опять же, была бы экономия.
Плюс, какая сложность, если пыльно в помещении, да, пыль вся эта налетит, естественно, налипнет на эпоксидку, поэтому желательно, конечно, где-то, где пыли нет. Ну и запах, сам испарение смолы, они вредные, опасные, поэтому, конечно, лучше делать там, где хорошо проветривается помещение, где не будут потом бегать ваши дети, внуки там, и так далее. Вот. Ну и здесь еще хочу повториться, что нужна предельная аккуратность, потому что, вот видите, вот это вот такие небольшие пятнышки, это я заляпала эпоксидкой где-то, и их так особо не видно, так вот не присмотришься, совсем не видно. Особенно, когда они намокнут от воды, все это незаметно, но тем не менее неприятно. Вот я знаю, что они там есть, и это неприятно. И я бы в следующий раз эпоксидку заливала бы из шприца, не из стаканчика, как вам показывала видео, а аккуратно все это шприцом туда заливала. Получилось бы намного все это и быстрее, скорее всего, и проще, и сэкономила бы еще ваши нервы. В общем, вот такая идея, вот такие соображения. Пожалуйста, поделитесь вашими комментариями. Мне будет очень не только приятно, но и полезно, потому что иногда вы тоже выдаете какие-то свои интересные идеи. И я, естественно, буду прислушиваться и использовать их в своих дальнейших проектах. Ну и надеюсь, что мы с вами еще увидимся. До скорых встреч в следующих моих экспериментах.